Интересно, как это все происходит. Ты садишься, делаешь свое дело, перегородок нет, кто-то заходит, садится рядом с тобой. И вы... Интересные такие балкончики, они чисто для одного человека. Ты открываешь, я так понимаю, ты открываешь дверь, выходишь на балкон чисто покурить. Так, у нас новый день. Я решил прогуляться по городу, но так как очень жарко, сейчас 10:30, жара только начинается, я решил просто погулять по городу. Ну, хочется мне. Но хотел пощадить детей, поэтому всех оставил в гостинице. Я, наверное, точно сгорю. Взял с собой зонтик. Не взял ничего более. Сумку все оставил, чтобы с собой лишний груз не таскать и лишний раз не потеть. Не знаю, с чем это связано. Здесь очень много домов. Они продаются. Вот здесь дом. Там следующий дом. При том, что это улица, ну, сам городок старый, он очень ходовой, здесь очень много туристов, поэтому через один дом здесь и все эти гестхаусы. Чего люди продают? Для чего вот такие площадки, непонятно. Здесь как бы фонтана нету, но видно, что несколько ступенек. Площадка, она понижена, как будто здесь должна скапливаться либо вода, либо что-то, но фонтанов не видно. Вот мы вчера на такси, хорошо я таксиста остановил, он здесь и парковался, он чуть, короче, не залез сюда, потому что ночью не видно. Вот я доехал до самого края, отсюда начинается уже другой город, ну, выезд из города. Отсюда я хочу пройти как можно дальше, до центра города, пешком. Причем, что у нас сейчас уже, вот 11 часов утра, уже 40 градусов. Я нашел пару деревьев, встал в тенечек. Так, я так полагаю, это сзади дома. Мы сейчас обойдем этот жилой комплекс. У людей сзади огороды. Кто-то мне до этого говорил, что огороды все сносили. И изгороди вот это все было запрещено. Поэтому многие огороды, они были в упадке. Никто их не поливал, деревья спилили. Но сейчас вроде бы зелень есть. Да, зелень здесь такая, что, блин, даже здания не видно. Есть деревья, которые, блин, прям как в лесу. Они прям толстые-толстые. Они не один год здесь. Есть деревья, которые вот прям плодоносят. Прям можно сорвать и есть. Джида называется. Вчера вот мы приезжали вот в этот дом к другу на пруд, чтобы сын порыбачил. Вот здесь вот магазинчик стоит. Вчера там и не было света. Как оказалось, временами отключает свет. Поэтому все продукты, заходишь в магазин полностью был темный. Периодически отключает свет. У всех все выглядит по-разному. У всех свои рамы. Но, по крайней мере, здесь нет, как в других странах, чтобы расширяли. Пардон, а вот есть. Есть люди, которые пытаются расширить свои балконы, как говорится, захватывать территорию. Но здесь они вот разнобой, каждый беспокоится только о своем жилище. Поэтому есть вот такие варианты, как будто человек вообще отодрал кусок от одного здания, просто сюда вставил, облагородил только свой этаж. А внизу этаж он даже не заморачивается. Он даже решил даже не красить. Вот у кого-то есть вот такие прям садики. Где-то он достал ели, прям настоящие хвойные. Ели вот так посадил, чтобы у него
Садик был зеленый круглый год. Сочетание зеленого с фиолетовым. Вот этому чуваку все фиолетово. У кого-то есть двери, но нет лестницы. Либо за собой какой-то магазин. Буквально в каждом доме, там, через подъезд, через два, лежат стройматериалы, происходит какая-то стройка. Кажется, что-то строится. Трубы почему-то тупо из дороги идут и в дом. Многие квартиры, они стали уменьшать почему-то площадь застекления. Для чего это сделано, непонятно. То ли, чтобы сэкономить на рамах. А так, полноценные балконы вот такие были. Люди, наоборот, уменьшают. Либо счет того, чтобы утеплить, но больше света, он было бы красивее. Если находиться вот в таком дворе, при том, что сейчас 40 градусов жары, вообще не жарко, очень даже прохладно, поэтому многие сидят на лавочках в самую жару. Вообще не душно. Это вот то, что сейчас мы в тени, то, что здание перекрывает солнце. Двор закрытый, здесь даже без проветривания все равно прохладно. Внутри дворов детских площадок нету, вот есть на окраине, внутри дворов в основном все используют для парковок. Детские площадки металлические, днем детей нету, очень жарко, они так сильно нагреваются, хотя вижу ребенка, но жопой никто на эту горку горячую садиться не будет. Кстати, здесь почему-то нету никаких арыков во время дождя, если здесь дождь бывает. Здесь каких-то канав не вижу. Так, по запаху сразу определить буквально за 50 метров, что если рядом мусорка. Мусор, я так понимаю, сортируется. Да, сортируется. Здесь вот есть школа. Так, сегодня у нас все еще август, 20 августа, 21. Все на каникулах. Интересно заснять школу, поэтому сейчас попробуем зайти. В детских садах, я так понимаю, каникул нет. Что там прям звуки слышны. Так, что за беседка рядом со школой? Я так предполагаю, это должен быть туалет. А ну-ка попробуем обойти, зайти в школу. Я люблю снимать туалеты. Так, школа 16, калитка вроде бы открыта. Зайти, значит, думаю, можно будет. Но сейчас август, время каникул. Все аккуратно сделано, все чисто. Такое ощущение, как будто школа новая. Детей действительно нету. Все на каникулах, но преподаватели присутствуют. Меня остановили, спросили, для чего ведется съемка. Я такой, я турист. Так, мне надо как-то пройти к этому туалету. Выхода к нему здесь и нету. Там у вас выход на улицу есть? Нет. Нету? Выхода нету. Так, придется обойти здание. Здесь как бы холл. Здесь и классов нету.
просто коридор, но тоже обогревается. Кондиционеров нету. В классах посмотрел, кондиционеров нету. Ну, в принципе, здесь и не так жарко. Вот сейчас мы на улице, очень жарко. Здесь так, не сказать, что душно, сидеть можно. Лестницы узкие. Все на меня, конечно, смотрят. Будучи с камерой, туда-сюда хожу. Но я так понимаю, так как детей нету, поэтому разрешили зайти. А так в учебный год, наверное, не пускают все-таки. Кстати, я не вижу камер. Детское заведение, должны быть камеры на всякий случай, но камер нету. На улице у них есть игровая площадка. Сейчас дойдем до туда. Так, мне интересно взглянуть на столовую. Спортзал, если есть. Если меня сейчас не вытурят отсюда. Кстати, в школе есть свой психолог. Написано полу на английском, полу на русском. Непонятно, как вот это все закрывается. Ручек нету. Стоят шурупы. Все понял. Они их, видно, полностью завинчивают. Так, чтобы дети не могли вдруг ненароком упасть. Ну, правильное решение. Просто вот эти дырки красиво можно было бы запечатать. Нормальная, чистая школа. Есть русские классы тоже. Узбекские классы обозначены вот так. Синф. В мои глаза попались несколько русских классов. Значит, русские дети здесь учатся. Чем выше поднимаешься, вот сейчас мы на 3-м этаже, чувствуется, что воздух он все-таки горячее. Самые такие прохладные классы, это, я так понимаю, 1-й этаж был. На некоторых классах прям указан, кто является классным руководителем. И вот здесь почему-то есть отдельно класс русского языка. Кабинет русского языка. Возможно, потому что уже школа, она больше имеет узбекский класс, и для узбекских классов русский язык является как иностранный язык. Возможно, они отдельно обучаются. Горшки почему-то стоят прямо посередке. Кабинет русского языка. Что-то у них много кабинетов русского языка. Английский. Хотя русских классов тоже, я так понимаю, немало. Только до 9 класса. Я хочу посмотреть именно столовую. Как дети питаются. Ну, сейчас, конечно, по питанию не посмотришь, но, по крайней мере, где дети питаются. Перила, конечно, не безопасные. Они мне буквально чуть ниже пояса. Если для детей перекинуться через них будет достаточно так опасненько. Плюс еще здесь вот такой проход вниз. Надеюсь, никто не падает. Доступ к щитам прямо на лестничной клетке. Любой может выключить. Вау, у них в школе есть прям свой стоматолог. Свой личный стоматолог в школе. Так, ладно, ну-ка глянем на спортзал. Здесь есть внутренний дворик. Школа, она выполнена в виде такого блока, квадратика. Поэтому есть внутренний садик. Здесь у них спортзал. Такие переодевалки. Сейчас у них делается ремонт. Тоже спортзал, это бокс тоже. Ладно, людей пугать не будем, а то что-то каждый подходит с вопросами. Для чего я это делаю, для чего снимаю.
Пойдем снимем туалет. Вот здесь есть туалет на улице. Что-то я запарил. Надо было спросить, есть туалет ли внутри. Чтобы к этому туалету подойти, надо полностью выйти из здания, из главного входа. Так, ой, я что-то уже унюхал туалет прямо отсюда, не доходя до него. Так. Так, мне главное понять, это мужской или женский. Что-то здесь ни М, ни Ж, ничего не написано. Ничего нигде не написано. Ладно. Будем думать, что это мужской или женский. Так. Перегородок нету. Пытаюсь не дышать. В общем, здесь дырочки такие. Нет, я не буду туда заходить. Там навалено в каждой дырке по горке. Интересно, как это все происходит. Ты садишься, делаешь свое дело, перегородок нет, кто-то заходит, садится рядом с тобой. И вы вдвоем с кем-то на пару сидите и не дышите. Так, сзади есть еще один туалет, я так понимаю, он для чего-то другого, потому что здесь кабинка отдельная, может, для инвалидов. Ну, судя по тому, что здесь и есть вот такой подъезд к нему, скорее всего, это для инвалидов. Но главное, подъезд есть. Видите, здесь есть такой подъезд. Но от этого подъезда, вот, чтобы теперь инвалиду перепрыгнуть через эту ступеньку, такого подъезда здесь нету. То есть он едет на коляске вот до сюда, открывает дверь, потом он каким-то образом перепрыгивает, и он оказывается в туалете, в VIP-туалете один на один с собой. Здесь он тоже заходить не буду, тоже пахнет. Здесь это подразумеваю, это яма, где это все говно должно выкачиваться. Здесь тоже подъезд. Ну, это по-любому, это для инвалидов сделано. Для инвалидов, но имеется ступенька. Женский это, мужской, что-то непонятно. Ну, может, вот это все-таки мужской. Писсуары есть? Нет, писсуаров нету, тоже такие же дырки. Что-то ничего не обозначено. В какой туалет, что, как заходить, непонятно. Кто с кем будет сидеть, тоже непонятно. Я бы не смог какать рядом с другим засранцем. Сейчас попробуем зайти в школе. Не, в школе по-любому, потому что школа, она как бы новая, выглядит внутри все, скажем так, очень хорошо. Внутри по-любому должен быть, помимо этого, какой-то другой туалет. Потому что мне по-любому нужно будет руки помыть. Так, туалет есть, только он в соседнем блоке, в новом блоке. Ну, значит, внутри здания для детей отдельный туалет есть. Тут, возможно, был такой общий туалет для всех наружных посетителей. Вот это вот туалеты, но они никак не обозначены, где женский, где мужской. Как понять, в какой? Так. Я никому не помешаю. Ну, благо сейчас детей нету. Да, есть туалет. Вода есть. Почему-то зеркал нету. Я во многих туалетах Узбекистана, что-то в общественных туалетах не вижу зеркал. Такое ощущение, что люди не смотрят, особенно в парках, в туалетах нету зеркал. Здесь и дальше кабинки. Кабинки такие, что ты сел, сделал свое дело и
Вон даже китайские бачки стоят. Туалеты нормальные, просто непонятно, это женские туалеты, мужские туалеты. По-моему, они общие. Хотя вот рядом есть еще одна дверь, я так предполагаю, это еще один туалет. А нет, он закрыт. Так, итого мы имеем один туалет. Я так предполагаю, он, возможно, на каждом этаже, но он общий. Ради интереса поднимемся на втором этаже. Этаж проверить, может там все-таки есть обозначение по туалетам. Нет, здесь туалетов нету. В общем, внутренний туалет один, общак, и наружный. Там он прям супер общак для всей Бухары. Школьная спортплощадка. Здесь есть один большой, красивый, новый, я понимаю так, стадион мини-футбола. Потом там есть рядом с ней еще одна площадка тоже по футболу. Идти не хочется что-то по солнцу. А здесь вот это все, это прям больно-больно, если здесь упасть. Не знаю, здесь проходит какая-нибудь физподготовка. Вот там, по крайней мере, на футбольном поле вижу песок. Здесь зеленый газон. Ну, не настоящий, постиланный. Вот эта площадка непонятно для чего. Но я так предполагаю, тоже для какой-то физкультуры. Но здесь и камни, и куча всего. И если здесь упасть, будет прям таки больно. Это заборчик, по-моему, для... О, кстати, я прям залез в колючки. Вот эта штука, чтобы вы понимали, Бухара находится в пустыне, можно так сказать. Кругом пустыня вокруг. И вот кругом растут вот такие штуки. Называется колючка, верблюжья колючка. Потому что верблюды ее умудряются кушать. Она вот прям колючая-колючая. Если наступить на нее, особенно если вы в тапочках, то все. Эти колючки, они кругом. Поэтому непонятно, это спортплощадка или как. Но судя вот по этой штуке деревянной, такой деревянный забор, через который надо перелазить для военной подготовки, по-моему. Непонятное приспособление. Есть лесенка, я так подразумеваю. Залазишь сюда и потом со столбика на столбика пытаешься перепрыгнуть. Но если ты упадешь, если ты ребенок, ты к хренам, короче, себя разобьешь. Рядом есть какая-то площадка, по начертаниям можно понять, что здесь, возможно, обучают правилам дорожного движения. Только на чем? Напротив школы, с той стороны у нас был садик, напротив выхода тоже имеется садик. Удобно, это, если у вас дети. Привел одного, привел второго, пошел на работу и точно так же потом забрал. У садиков, конечно, площадки использованные, сделанные из металла. Детям в такую жару, на такую площадку, блин, это как минимум можно обжечься. Тут же рядом благоухает мусорка. Ой, тоже, как и к туалету, подходить близко не буду. Здесь раньше находился базарчик. Посмотрим, что от него осталось. От базарчика ничего не осталось. Остались только перегородки
которые раньше стояли со столиками по обоим краям. Базарчика нету. Есть какие-то маленькие магазинчики по ремонту бытовой техники. Здесь и делают лепешки. Короче, базарчика нет. Ну, учитывая то, что сейчас появилось очень много разных магазинчиков. Я понимаю, за ненадобностью они все пропали. Я хотел дойти до центра города, но походу у меня не хватит батарейки. Я не взял с собой дополнительные блоки, никаких пауэрбанков. Короче, доснять походу не получится, но прогуляться я все равно прогуляюсь. Потому что мы будем 3 дня здесь. Интересно посмотреть, как живет сам город, не старый город только. Все что-то здесь постоянно строят. При том, что ребята работают, под солнцем, а солнце оно... Так, сейчас сколько? Где-то 40 градусов. Я хотел по этой дороге дойти до центра города, но что-то, здесь и тротуаров нету. Я иду тупо по дороге. Попробуем пройти отсюда. Но некоторые тротуары, они вот заканчиваются непонятно где. Благо хорошо, зонтик я убрал. Сейчас у нас солнышко так зашло за облаками, поэтому не так жарко. Кстати, вот я иду, вдоль идет арык. Видно, что его сделали, обложили даже мрамором. Здесь прям мрамор кругом. Все такие госучреждения, они все хотят обложить мрамором. И вот почему-то арыки обложили мрамором, но в ней тупо нет воды. Мрамор тоже уже кусками. То, скорее всего, либо утащил, либо все отлепилось. Воды здесь не было прям давно-давно. Видно, что вложили денег на постройку его. Зачем? Если либо надо пустить, чтобы вода шла, чтобы было, не знаю, хоть какая-то прохлада, может, от него, потому что для Бухары вода нужна. Чтобы нет, вот хотя бы вот эти, те же самые деревца, которые рядом есть, чтобы можно было хотя бы из ведра с этого канала полить. Но почему-то стоит пустой арык, обустроенный арык, и бездействие. При том, что также и здесь, но это не дождевой арык, туда никак, вот видите, здесь источные воды, они никак туда попасть не могут. Здесь стека нету. Так, все, батарейка у меня на камере сдохла. Будем уже доснимать на телефон. Вот здесь вот нормальное такое решение. Вот видите, здесь арыков нету рядом с дорогой. И здесь самотеком, и когда идет дождь, она просто спускается вот на зеленую, скажем так, территорию. А тротуар отдельный. И эти арыки, они не мешают ни пешеходам, ни водителям. И по мере этого происходит еще орошение. А почему вот так не разделить тротуар какой-нибудь зеленой территории, а не арыками? Недолго я радовался, что солнце ушло за облака. Пришлось достать зонтик. Опять напекает. Походу, если я так буду идти, я до центра пешком не дойдем.
некоторые дома решили заморочиться и сделать вот такие полукруглые балконы на первых этажах. На верхних этажах смотрится нормально, но первые этажи, они все идут в разнобой. Кто-то выставляет даже так вывеску Baby Club. Кто-то просто вывешивает что-то на такие балконы. Ну, смотрится немного по-поздному. Я так понимаю, здесь развиты аптеки. Здесь аптека, буквально в 50 шагах вот от меня до этого тоже были две аптеки, они точно так же друг напротив друга. Если я за угол, наверное, поверну, там тоже, наверное, будет еще одна. По Ташкенту, конечно, ходить поприкольнее было, вот именно гулять, потому что там кругом зелень, на тротуарах. Здесь шоколад. Здесь без зонтика, блин. Ну, правда, на меня смотрит как-то дурачка. Дождя нет, а я зонтиком. Но я не хочу нафиг сгореть. Хотя есть тротуары, где в данное время суток солнце она расположено так, что она за счет зданий скидывает так тень на тротуар. Какие-то участки здесь пройти можно. Есть домики такой советской постройки. Они смотрятся очень аккуратно. Не знаю, это после реставрации или нет. А вот рядом стоят вот такие непонятно что. Кругом все это сделано с гербами. Такой вот район, я так понимаю, вся эта дорога была устроена вот такими невысотками. Сколько здесь? 5 этажей. Спереди меня идет женщина, вот она единственная, кто с зонтиком. Мужики здесь с зонтиками не ходят. Выглядят намного красивее, чем вот такие дома, которые непонятно для чего. Они железобетонные, но они выполнены в декоре якобы под дерево. Зачем это было сделано? Кстати, в этих зданиях на первых этажах уже все-таки обосновались разные какие-то магазины. Есть магазины старые, которые изначально там были, как магазины, я так понимаю, одежды. Но сейчас магазины с одеждой не называются одеждой. Это обязательно должен быть какой-то такой бренд, который бы бросался в глаза. Неважно, есть у них этот бренд или нету. Мне очень нравится вот эта постройка. Она невысокая, красиво смотрится вдоль улицы. И на площадках перед этими зданиями, ну это вот за счет того, что сейчас такое время суток, здесь много тени, прохладнее. Интересные такие балкончики, они чисто для одного человека. Ты открываешь, я так понимаю, ты открываешь дверь, выходишь на балкон чисто покурить. Там ничего поместиться, наверное, не получится. Плюс под ними вот эти штуки, я так предполагаю, это тоже горшочница для горшков с цветами. Цветов не вижу. Вон видно, как некоторые люди пытаются в промежутках даже забаррикадировать ее каким-нибудь барахлом. Но эти пролеты, они не предназначены для этого. Пролеты, они пустые. Ну и, конечно, кругом появились эти кондиционеры. Теперь все это выглядит не так красиво. А так был какой-то дизайн. Дизайн-код. Даже сбоку тупо просто прорубил кто-то дырку в наглую и вывесил свой кондиционер. Вот таких аппаратов по снятию денежных средств в Корее я не видел. А здесь сделано как в Европе, как в Америке. Просто подошел к стене, снял деньги. Кстати, здесь показывает, что можно поменять сразу валюту. Каким образом? Я понял, почему так смело они выставили банкоматы в такой будке. Как оказалось, здесь просто рядом банк. Кстати, курицу KFC вы можете попробовать не только в ресторанах KFC. Вчера мы были в шашлычной, там тоже подается курица KFC.
Ну, по вкусу почти то же самое. Кода по тротуарам, по дизайну тротуара, именно плитки, здесь, по-моему, нету, потому что здесь то одна плитка идет, потом другая плитка. С этой стороны тоже другая плитка. Почему-то пешеходы идут на красный свет. Вот меня я вижу, что это красный свет. Люди чисто херачат, короче, через всю улицу. А когда... Там же красный цвет, куда он пошел? А вот когда зеленый цвет сейчас поменяется, меня, наоборот, пропускать не будет. Так, зеленый свет, пошли. Зеленый свет. Становится, остановился. Зачем меня? Зачем мне пипикать на мой зеленый свет? Хочу разобраться, понять, как работает здесь поворот налево. Я так понимаю, если нет помехи, ты просто поворачиваешь. Но иногда бывает, они прям в середине друг с другом встречаются и вот тупо стоят. Так люди вот так встали прям посередине, ждут, когда проедут. Иногда бывает, что с той стороны точно так же едут, и они вот лицом друг к другу. Вот как вот сейчас вот белый, он проедет, куда он собирается заехать? Как его будут пропускать? Ну, такое движение. Короче, дойти я не дошел до центра. Сел на такси, взял лепешек, потому что дети проголодались. У нас мы до этого брали дыньку. Дынька, она стоит, большая дыня, она обошлась $2. Арбуз обошелся в $1. У нас будет такой узбекский обед сегодня. Мальчик так быстро едет, иногда он на дорогу не смотрит, он нам объясняет что-то. Имеется такой развод, договариваешься сначала за одно, потом якобы то, что дольше, при том, что я сказал, мне сами эти вагонетки, они не нужны. Они никогда таких ключей не видели, не знают, как ими пользуются. Ну-ка, глянь, давай. А женщина продолжает убираться, как ни в чем не бывало.